Всем привет! Выращиваем тую из черенка. В настоящее время в ландшафтном дизайне стало очень модно использовать хвойные растения. Они неприхотливы, вечно зеленые, круглый год на участке стоят зеленые красавицы и красавцы. Есть один минус – туя, дерево не из дешевых и многим оно не по карману. Цены колеблются от нескольких сот до нескольких тысяч рублей в зависимости от сорта и возраста растения. Поэтому можно попробовать вырастить свою тую. А если дело пойдет то можно попробовать заработать на продаже этих растений. Не все правда знают, что тую легко вырастить из простого черенка, она легко дает корни, довольно быстро растет. Разновидностей и сортов этого дерева на данный этап выведено около 5000, но нужно соблюсти некоторые правила, если решитесь на выращивание туи сами из черенка. Если все сделать правильно, то красавица будет радовать вас и зимой и летом. Черенок для посадки должен быть примерно 5-8 см. При этом иметь 3 боковых побега на черенке. Черенок на 1 см снизу освобождают от веточек, остальные веточки укорачивают наполовину для того, чтобы питательные вещества уходили на образование корней, а не в ветки. Перед посадкой черенки нужно подвялить в тени примерно около 2 суток. Почву под черенки готовят на 1 кг торфа, 1 кг дерновой земли и 2 кг песка. Почва должна быть очень легкой и не создающей застой воды. Черенок перед посадкой нужно замочить в растворе стимулятора роста. Самые доступными считаются корневин и пин. После посадки обильно полить и создать парниковый эффект. Для этого ставим черенки в теплое место, создаем температуру 20-25 градусов и накрываем пленкой. Оставляем так на 1 неделю, так как под пленкой пойдет испарение. Делать ничего не требуется, кроме поддержания постоянной температуры. После недельной акклиматизации, черенки рано утром через 1 день опрыскиваем, поливать не нужно, только чуть-чуть смачиваем землю и сами черенки в течение месяца, а в некоторых случаях 2 месяцев. О том, что черенки прижились, свидетельствует отрастание боковых обрезанных веточек и образование надпочвенных корней в виде тонких светло-коричневых ниточек. После этого пленку можно начинать постепенно снимать сначала на 2-3 часа, затем на 5 и так постепенно мы ее уберем полностью. После этого можно черенки смело высаживать на постоянное место. Вот такой нехитрый способ выращивания туи из черенков. Желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии.